Народ, всех приветствую. Сегодня мы с вами будем тестировать Blood DK в играх 1 на 1 после нерфа. По идее, все должно быть нормально, но мы проверим. Вот такая вот у меня была сборочка. Качественная, грамотная такая. Уфюх. Поэтому всем приятного просмотра. Погнали. Ну что ж, первая каточка 1x1. Против нас ШП Прист. Он же Shadow Priest. Он же Недо Прист. Судя по никнейму, тут как бы ничего личного. В последнее время я полюбил в дуэлях бегать во власти льда, то есть в ледяной стойке. Объясняю почему. Смотрите, если Блада не убивают быстро, то есть не бурстятся в него как-то прямо люто и неистово, тогда пробить его довольно сложно на самом-то деле, потому что у нас есть захват рун, который каждые 30 секунд нам выхиливает довольно солидную пачку хп. Плюс можем постоянно спамить ударом смерти, то есть у нас руны кдэшиваются, мы его нажимаем и так далее. Поэтому, если дэмэдж по нам растягивается, то мы можем его так плюс-минус планомерно выхиливать. Если нас где-то чуть сильнее пробьют, тогда мы подключаем кровь вампира, и тогда уж точно никаких проблем у нас не будет. Поэтому, если, опять же, нас не бурстят, тогда мы довольно-таки очень долго и сложно умираем, если можно так сказать. Поэтому я полюбил играть именно во власти льда. Ну, нас тогда тупо нереально пробить. Вообще нет вариантов у оппонента нас как-то жестко задамажить. Особенно, если это милишник. Во власти Анхолика, конечно же, урона будет больше, потому что больше скорость КДшки, больше скорость атаки и так далее. Но вот во власти льда мы еще и умереть практически не можем. Вот такая вот фишка. Я не хочу прямо во время боя призывать Вурдалака, но это сделать нужно. Логично почему. Чтобы у нас была возможность его съесть, чтобы он там, ну, лютый свой, неистовый чуть-чуть дамаг выдавал, помогал нам. Поэтому я специально отбегаю немножечко за пиларчик, призываю Вурдалака, прожимаю горн, и только потом мы уже начинаем с вражеским ДК сражение. Потому что у него-то Вурдалак призван, ему не нужно тратить время на это. А у меня нету Вурдалака. И вот такая вот суета происходит соответственно. Ну, как видите, у Анхолика что-то шансов вообще нету против Блада. Он меня тупо не смог даже пробить нормально и адекватно. А я даже кровь вампира не юзал, и пэта еще не съедал. Вот такая вот суета. Потому что на самом деле он ошибся. Я накинул на него метку, и в идеале он меня тогда вообще не должен был бить милишными тычками, но он продолжал это делать, и поэтому он меня тупо выхиливал, не то что дамажил. Против разбойников также стойка Блада, точнее стойка льда, очевидно полезнее и профитнее, чем стойка Анхолика. Здесь я пытаюсь не подходить лицом к разбойнику, чтобы он не нажал на свой паралич. Именно поэтому он потратил в меня блайнд. Он не мог дотянуться до меня параличом, я стоял к нему как бы полубоком, то есть по большей степени спиной. И даже сейчас, когда я выпрыгивал, я попытался выпрыгнуть к нему именно задницей, а не передом, чтобы снова паралич не словить. Я не знаю, какой у него КД, по-моему, он не очень большой у паралича. Он, конечно, мог меня здесь просто ошеломить через дубинку, но, тем не менее, я не знаю, так красиво все равно выглядит. 360 крутанул, спалил его из инвиза. Гораздо лучше же, чем просто напрямую к нему бежать, согласитесь. Ну вот, у разбойника тоже как-то не очень хорошо против меня получалось все делать. Я даже не прожал истерию, я даже не прожал танцующее руническое оружие, я вообще ничего не прожал. А знаете почему? Потому что спешить-то некуда. Если ты Блад, то спешить тебе точно некуда. А особенно, я вам говорю, если ты играешь в стойке льда. Снова недоприст. Тут уже можно было даже стойку Анхолика подключить, но опять же, незачем. Итак, победа почти 100%. На самом деле, на престе, на ШПшнике довольно просто можно победить, но тогда нужен тебе очень хороший гир. И если вы бегаете в Бладе, и у вас билдак, который не подразумевает использование перерождения, то есть, допустим, вы играете через Блада слэш Анхолика, тогда у вас нет перерождения. И вот тогда против преступа у вас точно нет шанса. Потому что единственный способ вам сбить его фир — это через тринкет. А это вообще никакие ворота не лезет, он просто первым фиром заставляет вас нажать тринкет, а через второй фир убивает. Там потом идет мейн-контрол и так далее. В общем, на ДК, если хотите играть против престов, на Блад ДК, тогда нужно обязательно выкачиваться через ветку фроста, через перерождение. Кагисао, уже другой против нас Анхолик. В идеале, конечно, не давать Гаргули нас бить, поэтому пытаемся вот так вот за пиларчик убегать, кикать ей какие-то косты. Можно ее, конечно, убить, но мне было что-то максимально впадло этим заниматься, и я решил уже просто подраться с ДК. Видите, насколько ему больно. Прожимаю истерию, танцующее руническое оружие, и сейчас главное просто до него дойти. Это не составит нам проблем, потому что у ДК мобильности нет никакой.
Но если у тебя нет мобильности, у твоего оппонента нет мобильности, тогда вы оба не можете друг от друга убежать. А вот достать противника за счет гриппа, это, конечно же, у нас возможность есть такая. Ну вот, анхоликов вообще не чувствуем на самом-то деле. Прямо мало чего они могут нам противопоставить. Но они ошибаются, мне кажется. На анхоликах нужно просто играть по-другому. Не нужно навязывать такой прямой бой, нужно издалека, через оковы, через постоянное замедление и через дотки убивать противника. И ликами смерти, естественно, спамить. Не хочу прожимать пока что все свои бурсты. Против разбойника это делать не нужно на самом старте, потому что вот так он может очень спокойно от нас убежать. И здесь как-то главное дать ему, не дать ему, точнее, еще раз уйти в инвиз. Что у меня получается за счет лужи в одну сторону, сами бежим в другую сторону. Все, тратим тринкет на фуловый кидней 6-секундный. Съедаю пэта, заставляю разбойника потратить оставшийся его контроль, то есть блайнд. И сейчас, по идее, он должен попытаться нас убить за один свой врыв, опять же через все станы. И если у него это не получается, он, кстати, вот уже начал паниковать, он уже Evasion зачем-то нажал. Evasion ему вообще ни в коем случае нельзя было здесь тыкать, он просто, ну, где-то 10 секунд этой кнопки в никуда потратил. Вот. И из-за этого Evasion у него уже закончился, и теперь я могу спокойно его бить. А так он мог, ну, я не знаю, еще целые 10 секунд лишние для себя выиграть. Это не то, чтобы ему помогло сильно, но это критичная ошибка в любом случае. Снова Рафаэль. Его мы уже видели в самом начале. А если вы были очень внимательны, то прямо на самом старте видоса я опять же играл против Рафаэля. Это была моя третья катка по счету. И он уже просто решил не сопротивляться, встал АФК и чисто стоял на базе. И у меня получилось посмотреть, насколько солидно может ДК пробивать АФКшную цель, если она в латах одета. Вот. Ну, как вы видите, да, что-то маловато прям, маловато возможностей у Блада. Точнее, у Анхолика против Блада. Потому что, опять же, я даже кровь вампира не нажимал. Не обессудьте, народ, что у нас в противниках сегодня только ШПшники, роги и анхолики. Мне просто тупо больше никого не закидывало в противники, в оппоненты. Я регал где-то игр 11-12, и это весь контингент, который мне в противниках попадался. Ну и закончим мы сегодняшний видос каточкой со стрима, потому что просто дополнительная игра 1-1. Кстати, все ссылочки на группу в телеграм-канале, на второй канал, на Twitch в описании. Переходим, не забываем, подписываемся. Ну, а Ульфганг пытается нас все-таки пробить, как-то добить, дожать, убить и так далее. Но, как мы видим, просто у него нет такой возможности. Блада не пробивают. Конечно, у нас есть антиклассы, такие как там друиды, маги и так далее. Но если это не они, тогда, по идее, мы выигрываем каждый бой.